Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. И в этом видео мы с вами разберем, можно ли совмещать в одну процедуру удаление татуажа лазером и ремувером. Поехали. Что такое лазерное удаление? Это разрушение частиц пигмента, находящихся в дерме в стабильном состоянии при помощи ультракоротких сверхмощных вспышек Nd:YAG-Q-Switch лазера. При этом в идеальной ситуации мы не получаем повреждения кожи и не травмируем ее лазерным лучом. Что такое удаление перманентного макияжа и татуировок ремувером? Это химический способ удаления искусственного пигмента из кожи. Состав ремуверов может быть разным. Они могут быть кислотными, щелочными, солевыми. При помощи инструментов, таких же, которые используются для нанесения перманентного макияжа и татуировки, то есть это машинки и иглы, этот химический состав вносится в кожу. По сути, это и есть процедура нанесения татуировки, только вместо пигмента мы используем специальное химическое соединение – ремувер. Ремуверы есть разных производителей. Сейчас их на рынке несколько десятков. Я принципиально не против ремуверов, я против их неквалифицированного использования. Потому что в некоторых ситуациях без химического способа удаления не обойтись. И я считаю, что техника использования ремуверов должна быть более аккуратная и более щадящая по отношению к коже, нежели сам перманентный макияж или татуировка. Потому что химический состав оказывает раздражающее действие. А теперь давайте представим, что мы решили совместить два этих способа в одну процедуру, то есть в один день. Например, мы провели лазерное удаление перманентного макияжа, мы получили разрушение пигмента, отечность, локальное повышение температуры и запуск процесса асептического воспаления. И сразу после этого мы приступаем к работе ремувером, например. То есть мы повреждаем поверхность кожи, вносим дополнительно химический раздражитель, который усиливает реакцию и повышает травму данного участка кожи. Или второй вариант. Мы поработали с кожей при помощи ремувера. Повредили ее поверхность, внесли химический состав, вызвали реакцию воспаления и после этого решили дополнительно обработать этот участок лазером, тем самым вызвав большее повреждение, усилив воспаление и нагрев кожи. На мой взгляд, такой подход избыточен и рискован. Мы вызываем слишком сильное повреждение кожи без доказанной необходимости проведения такой процедуры. Кто-то скажет, я 100 раз так делал, все нормально, но я вас призываю оценивать слова «нормально» с точки зрения восприятия мира этого человека. Потому что кому-то это нормально, а кому-то это ужасные следы, рубцы и шрамы. Поэтому я призываю вас оценивать какие-то рекомендации, методики с точки зрения их доказанной эффективности и безопасности, прежде чем вы будете их применять на своих пациентах. Или еще мнение. По моему описанию можно воспринять, что это же отлично, мы усиливаем воспалительную реакцию, значит, наверное, будет круче результат. С этим я тоже не согласен, потому что вероятное усиление эффекта сопряжено с многократным увеличением рисков того, что произойдет сбой регенерации, и ваши эксперименты могут завершиться формированием грубых рубцов и шрамов у вашего пациента. Я рекомендую придерживаться правил, которые работают в медицине и науке. Если вы можете достичь хорошего результата с наименьшими рисками, то нужно использовать именно такой метод. И второе правило, что обычно самый простой способ достижения цели является самым эффективным. И чтобы его усложнить, необходимо доказать необходимость этого усложнения. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите ваши вопросы в комментарии, а я постараюсь на них ответить. С вами был Виталий Микрюков. Пока!